that okay? Так слышно нас, да? Хорошо? Присаживайтесь, пожалуйста. We should stand back a little so the lamas we're not in front of the lamas. Okay. Move back. Okay. Right here. Yeah, the lamas sitting there. Okay. So today is the 10th day of the lunar calendar. Сегодня 10-й день по лунному календарю. So I think on the 10th day the lamas make a special ritual. Ламы на 10-й лунный день читают особый ритуал. Лама Чопа, да, вы читаете? The Panchen Lama wrote a famous ritual. Панчен Лама написал знаменитый ритуал, called Lama Chopa. Который называется Лама Чопа. And Sechuna Tangmebe. Usually in Tibet they recite that on the 10th lunar day. И обычно в Тибете на 10-й день по лунному календарю этот ритуал читается. And it's a very beautiful, very, very beautiful ritual. Very beautiful. И это очень красивый ритуал. And so I don't know, the lamas are good. So do you want me to talk about Buddhism, or what do you want me to talk about? О чем вы хотите, чтобы я вам рассказал? О буддизме или на какую-то другую тему? What shall I talk about? So anyway, I'm very happy to see all of you here. Я очень рад всех вас видеть здесь. And all these wonderful lamas who studied in the Gomang. Из замечательных лам, некоторые из которых учились в Гамане, of the Drepung University, монастыря Дрепунг, колледжа Гаман, монастыря Дрепунг, which used to be in Lhasa, который прежде стоял в Лхасе, but now it is functioning in South India, in Mongod. Но сейчас действует в Мангоде на юге Индии. And I never studied there directly. Я там никогда напрямую не учился. But my teacher Geshe Wangyal, the Kalmyk Lama, но мой учитель, основной учитель Геше Вангьял, калмыцкий учитель, he studied there for 30 years. Он там проходил свое обучение на протяжении 30 лет. He was sent there in 1920, before the communist time. Он попал туда на обучение в 1920 году, еще до прихода коммунистов в Тибет. By his teacher, the Buryat Lama Agwang Dorjayev. И отправил его туда его учитель, бурятский лама Агван Доржиев. And so, and also His Holiness the Dalai Lama is a member of the Gomang College. И его святейшество Далай-лама тоже принадлежит Гаман-дацану. Because the Gomang College was for the Mongolians and the Amdo. Потому что Гаман-дацан — это монастырь, где обучались обычно в том числе монголы и тибетцы из провинции Амдо. And so, but I'm neither Mongolian nor Amdo. А я, получается, по происхождению не монгол и не амдосец. But because of my teachers, I feel close with the Gomang College. Но в силу того, что мои учителя относятся к Гаман-дацану, я тоже чувствую особую близость именно к этому монастырю. И вот, what is your name? Как вас зовут, вот лама, который учился в Гамане? What's your name? Как? Can you hear the lama there? His name? Кендруп? Ну, скажите, пожалуйста, как просто Нюндруп? Легдруп. Легдруп. What? Легдруп. Legdrup. His name is Legdrup. Спасибо. Lama Legdrup. Лама Легдруп, который учился в Гаман-дацане. Yeah. Anyway, today is the 10th day is a very auspicious day. Итак, 10-й день по лунному календарю — это день особенно благоприятный. It's also a special day for the Vajrayogini. Это также особенный день Ваджра-йогини Дорджен Алджормы. And the Dorjen Aljoma is a Buddha who is female. Дорджен Алджорма — это Будда в женском обличии. She is like Tara. Ее можно сравнить с Тарой, except that she is red in color. Но отличие в том, что ее тело красного цвета. And she's a Buddha, not a Bodhisattva. И она Будда, а не Бодхисаттва. And it's a very wonderful symbol. Это чудеснейший символ in tantric Buddhism. Тантрического буддизма. That a woman can be just as enlightened as a male. Который нам показывает, что женщина может быть таким же просветленным существом, как и мужчина. So both women and men should study Buddhism a lot. Это говорит нам о том, что и мужчины, и женщины
в равной мере должны изучать буддизм, in order to attain enlightenment. если они хотят достичь просветления. And this is very unique because in many forms of Buddhism, И это уникальная характеристика, потому что в других формах буддизма, for example, in Thailand or Sri Lanka, например, в буддизме, который распространен в Таиланде или в Шри-Ланке, they believe that only men can be enlightened. люди полагают, что просветление может достичь только мужчина. But the Tibetan Buddhism and Indian and Mongolian Buddhism, that's wrong. Но индийский, тибетский и монгольский буддизм говорят нам о том, что все обстоит совсем не так. And women can also be enlightened. Что женщины тоже могут достичь просветления. Actually, also today is a very auspicious day for me myself. И еще сегодняшний день – это день очень благоприятный для меня лично. Because it is my wedding anniversary with my wife. Потому что сегодня я отмечаю годовщину бракосочетания. We have been married for 47 years. Я женат 47 лет. And I consider she's more enlightened than I am. И считаю, что моя супруга гораздо просветленнее, чем я сам. Definitely. Безусловно. But I am learning. А я пока только учусь. And I'm trying to catch up. Стараюсь успеть за своей супругой. You know, because enlightenment doesn't just mean that you're some sort of, you can fly in the sky. Потому что просветление – это не просто какие-то полеты в воздухе и в облаках. Enlightenment means that you're a compassionate person. Просветление означает, что вы становитесь очень сострадательным человеком. The reason you study in order to become wise Мы учимся для того, чтобы обрести мудрость. is because the more wise you are, Почему это так? Потому что чем мудрее мы становимся, the more well you know the nature of reality. тем лучше мы постигаем природу реальности. And if you know the nature of reality, you И realize если мы знаем природу реальности, то мы понимаем, that all beings are interconnected. что все существа взаимосвязаны. And therefore it's totally important И совершенно важно to be compassionate and kind to other beings. проявлять сострадание и доброту к другим существам. The Buddha himself is completely compassionate. Будда сам – это совершенно, целиком и полностью сострадательное существо. He only manifests his body even to benefit other beings. Он проявляется в своем теле, в своем облике только для того, чтобы принести пользу всем существам. And Tara Также и Тара is a magical compassion deity. это существо такого волшебного сострадания. And Avalokiteshvara, who is incarnated as the Dalai Lama, Авалокитешвара, чьим воплощением является Далай-лама, he is considered to be the compassion of all. It's okay, I can hold. He's considered to be the compassion of all Buddha. Он считается проявлением сострадания всех Будд. So it's good to go to the temple and to pray. Конечно, очень хорошо, если мы приходим в Хурэ и мы читаем молитвы. And the model over here of the plan for a whole college. И я посмотрел сейчас на план вашего монастырского комплекса, и он еще лучше, чем то, что вы построили сейчас. Когда его святейшество Далай-лама посещает храмы, он всегда повторяет: мне нравится, когда люди строят красивые храмы. Но самое главное – это не храм, который мы построили. Но что в этом храме люди изучают, что они узнают. Люди учатся для того, чтобы увеличить свое сострадание, доброту, and the benefit to other society. Чтобы помогать другим членам общества. Because enlightenment means that you're completely unselfish. Потому что просветление означает, что у вас вообще нет никакого эгоизма. And ignorance means that you're completely egotistical. А неведение означает, что у вас только и есть что эгоизм. So the more people are enlightened, чем больше людей достигают просветления, then the more society will benefit. Тем большую пользу извлекает общество. Спасибо большое.
Okay. Thank you. That's nice. We can sit down. Спасибо. Does anybody have any question? Может быть, у кого-то из вас есть вопросы? Любые вопросы. This gentleman has a question. Пожалуйста. Вы можете рассказать, как вы с Далай-ламой познакомились, и правда, что вы близкие друзья? Спасибо большое. Bob, can you say a few words about His Holiness? How you met His Holiness? Oh, okay. And is it true that you are close friends with His Holiness? Yes. Okay. Yes. In 1962, В 1962 году, I first met His Holiness. That's 51 years ago. это 51 год тому назад, я впервые повстречался с Его Святейшеством. When he was giving a talk in New Delhi, Тогда он выступал с беседой в Дели. and I was at that time 20 years old. Мне тогда было всего 20 лет. 21 actually. 21 год только исполнился. And I was looking for a teacher, И я искал для себя учителя. and I wanted to study with him. И я хотел учиться под его руководством. But then, so I took a job working with the Tibetans in India, В то время я работал у тибетцев в Индии. where I would teach some of the lamas English, Работа у меня была такая. Я преподавал английский язык тибетским ламам. and in exchange, they would teach me Buddha Dharma and the Tibetan language. И в обмен на это они преподавали мне буддийскую дхарму и тибетский язык. But then, what happened was, I had a death in the family. My father died, Но потом скончался мой папа, и мне пришлось возвращаться. so I had to go back to New York City. Нужно было снова лететь в Нью-Йорк. And then I went to, but I was coming back to India. Но я планировал потом опять вернуться в Индию. But while I was in New York City, I met the Kalmyk Geshe-la from Gomang, Но пока я находился в Нью-Йорке, я познакомился с калмыцким геше, Geshe Wangyal, геше Вангьялом, Danjile de Tsenemete. который жил в Нью-Джерси. And I was so touched by him. И он очень глубоко тронул мое сердце. He was such a great teacher Он был таким великим учителем, that I stayed there and studied with him until 1964. что я решил остаться с ним вместе и учился под его руководством до 1964 года. Then in 1964, he said he was going to take me to meet the Dalai Lama to study with the Dalai Lama. И вот в 1964 году он сказал: я повезу тебя к Далай-ламе, чтобы ты мог учиться под руководством его святейшества. And partly that was because I wanted to be a monk. В тот момент я сам думал, не стать ли мне монахом. And he didn't want me to be a monk, the Geshe Wangyal. А Геше Вангьял сказал, что ты не сможешь быть монахом всю жизнь. Because America is not a Buddhist country. Потому что Америка не буддийская страна, у нас нет такой традиции. And they don't have any Buddhist monastery, really. И в Америке нет ни одного на тот момент буддийского монастыря. So he thought it would be difficult for me to live as a monk in America with no community to support. И он понимал, что я в одиночку монахом в Америке не выживу, потому что просто некому будет меня поддерживать и мне помогать. But I was too young and very enthusiastic. Но я был тогда совсем молодым и полным энтузиазма. So I wouldn't listen. Я не послушался. So then he said, maybe Dalai Lama will make you a monk. И тогда Геше Вангьял сказал: если хочешь, обратись с такой просьбой к его святейшеству. So then we went to India in 1964. В 1964 году мы вместе с ним поехали в Индию. And my grandfather supported my travel. И мой дедушка поддерживал эту мою поездку. And I met His Holiness in Sarnath, actually. И тогда я встретился снова с его святейшеством. Эта встреча произошла в Сарнатхе, At the Dharma Chakra Stupa there. на ступе Дхарма-чакра. And I liked him so much. Мне так понравился его святейшество Далай-лама. And he liked me because I already learned to speak Tibetan by then. И я ему тоже пришелся по душе, потому что тогда я уже умел немного говорить по-тибетски. I think I was the second or third Western person Наверное, я был вторым или третьим европейцем, западным человеком, who met him, who spoke Tibetan fluently. кто говорил легко по-тибетски, And с кем встречался Далай-лама. so he took charge of my studies. И его святейшество возглавил мое обучение, мое образование. And I went up and I spent about a year and a half in Dharamsala.
Я поселился в Dharamsala и 1,5 года там жил. And Geshe Wangyal told His Holiness Dalai Lama, Geshe Wangyal сказал его святейшеству Далай-ламе, he said, this American boy wants to be a monk, этот американский мальчик хочет быть монахом, but I don't advise it, но я ему это делать не рекомендую. because America doesn't know how to take care of monks. Потому что в Америке люди не понимают, что это такое заботиться о монахах. And his family doesn't understand that and so on. Его семья тоже не поддерживает такое решение. But he is very determined. He insists he wants to be a monk. Но этот мальчик, он настаивает, что он хочет быть монахом. So you're the Dalai Lama, you decide. И Geshe Wangyal сказал, пожалуйста, ваше святейшество Далай-лама, решите. So then I stayed in Dharamsala, and His Holiness assigned me to study with Kyabje Lingtang Rinpoche. И я остался в Dharamsala, и его святейшество сказал, что я могу учиться у Линга Ринпоче, who was the Ganden Tiba, head of который был Gelugpa, Ганден Трипой, главой школы Гелук того времени. and also with the abbot of Namgyal Monastery. А также я мог учиться у настоятеля монастыря Намгьял. And then but I met His Holiness Dalai Lama. We would meet once or twice every week. Каждую неделю, 1 раз или 2 раза мы непременно встречались с его святейшеством Далай-ламой. So he was going to check on my studies. И тогда его святейшество проверял, как я продвигаюсь в своей учебе. And I asked him a lot of questions. И я задавал очень много вопросов. But he didn't. He said, "Don't ask me question about Buddhism. Ask Ling Rinpoche." Но его святейшество всегда отвечал: не спрашивай меня о буддизме ты будешь разговаривать с Лингом Ринпоче. And instead, we used to talk about everything. И потому мы в беседах с его святейшеством говорили на всевозможные темы. And he asked me a lot of questions about the West and about Его святейшеству psychology and science, было politics. интересно задавать мне вопросы, потому что он хотел больше знать об устройстве западного общества, о науке, о политике. He was very young then. He was only 29 years old. Потому что его святейшество тогда был очень молодым человеком, ему было всего-навсего 29 лет. He'd only been out of Tibet for 5 years. Только 5 лет прошло с тех пор, как он ушел из Тибета. So we were two young students at Buddha, and he was studying himself, of course, with other teachers. В тот период, когда он еще был так молод, он сам продолжал свое обучение. And he himself was not too excited about making me a monk. He was not too interested. И его святейшество Далай-лама тоже отговаривал меня становиться монахом. Because the Geshe Wangyal had said maybe it wouldn't work out. Потому что Geshe Wangyal уже сказал, что для американского подростка это слишком трудный путь. But I kept insisting. Но я все время их просил. So finally he made me a monk. В конечном итоге они дали мне обеты. So I was a monk. My name was Tenzin Chodrak. Меня звали Тензин Чодрак, мое тибетское имя. Ling Rinpoche gave me the Getsul. Линг Ринпоче дал мне обеты Гетсула. And then His Holiness gave me the Gelong. А его святейшество обеты Гелонга. As a Tenzin Chodrak. И имя мое стало Тензин Чодрак. And the Dalai Lama told me he called my name Chodrak. Его святейшество говорил, я буду называть себя Чодрак, Dharmakirti, that is. то есть Дхармакирти, Because Dharmakirti was a famous philosopher and a great debater. потому что Дхармакирти это был известнейший философ и искуснейший участник диспутов. And he said he wanted me to go back to America. И его святейшество сказал в какой-то момент, что я должен вернуться в Америку And to debate the people who had all the wrong views. и должен вступить в диспут с ученым миром Америки, у которых неправильные представления, неправильные взгляды. And to reject their wrong views. И я должен эти неправильные взгляды полностью опровергнуть. And those are the views of materialism. Потому что это были представления материализма and absolutism. И абсолютизма. Some fanatic ideas. Идеи такие полные фанатизма. About the reality. О реальности, о том, как все устроено в мире. Because the correct worldview. Потому что правильное мировоззрение. Is the view of relativity. Это представление о взаимозависимости. Is the view that everything has a cause. Представление о том, что у всего есть причина.
You know, like a science, which is actually a scientific idea. Это, в общем-то, научное представление. Not really religious, it's really scientific. Не столько религиозное, сколько научное. The famous verse, Om Ye Dharma Hetu Prabhava. Вот это известная строфа. Hetun Tesham Tathagata Hyavadat. Tesham Chayo Nirudo Ivambadi Masamani Swaha. That's Sanskrit. Это на санскрите. It's a very famous verse. All these Это lamas know that verse. очень известная строфа, и все ламы, которые здесь сидят, они знают эти строфы. I forgot the Tibetan, but it's Я a famous verse. уже забыл, как это звучит на тибетском, но это очень известная строфа. So that means that the short form of the Buddha's teaching is Как это переводится? Краткая форма буддийского учения такова. That the Buddha understood all things that arise from causes. Будда осознал, что все то, что рождается из причин. What are the causes? What are the causes? Нужно узнать, что это за причины. And how to cease those things. И как прекратить эти причины. And that was the path that he taught. Это тот путь, который он преподал, the great teacher. Который преподал великий учитель. So that's a summary of the Buddha's teaching. Это вкратце изложение буддийского учения. And it means that everything in the relative world has a cause. Эта строфа означает, что все в этом относительном мире имеет причину. And if we analyze it, we can understand what is the cause. И если мы проведем анализ, то мы сумеем распознать эту причину. And if the cause is bad and the result is bad, we can get rid of it. И если причина плохая и результат тоже плох, то мы можем избавиться и от того, и от другого. And there is a path of a realistic worldview to reach that freedom. И есть путь, который представляет собой реалистическое мировоззрение, который выводит человека из этого состояния страдания. So that's the famous Four Noble Truths. Это и есть известнейшие 4 благородные истины. If in the ordinary life we suffer, we В are unhappy. обыденной жизни мы страдаем, мы бываем несчастными. Birth is suffering. Наше рождение – это страдание. Sickness is suffering. Наша болезнь – это Old страдание. age is suffering. Старость – страдание. Death is suffering. Смерть – страдание. Losing your loved one is suffering. Когда мы теряем близких – это страдание. Meeting your enemy is suffering. Когда встречаемся с врагами – это Etc. страдание. Etc. All of that is suffering. И так далее, и тому подобное. Все And what это is the cause страдание. of that suffering? И в чем состоит причина этого страдания? The cause of it is basically ignorance. Причина – наше неведение. Which is really means knowing, thinking that we know the nature of things and being wrong. Когда мы думаем, что мы знаем, как устроены вещи, но мы ошибаемся. And especially each one of us thinks that we are real beings. Каждый из нас думает, что мы реальны. And we have a real important self. И у нас есть реальное, очень важное «я», our ego. наше эго. And we think that's different from everybody else. И мы думаем, что мы отличаемся от всех остальных. And therefore we have to be in conflict with them. И поэтому нам нужно вступать в конфликт с другими людьми. And when we are in conflict with everybody else, we lose that conflict. Когда мы вступаем в конфликт со всем миром, то мы в этом конфликте проигрываем. So we have to analyze ourselves. Поэтому нужно проанализировать себя. And then when we do, we discover that we don't really have any kind of absolute self. Когда мы себя изучаем, исследуем, то мы узнаем, что никакого абсолютного «я» не существует. In ultimate reality, we have no self. С высшей точки зрения, с точки зрения высшей реальности, у нас нет «я». But we do have a relative self in the illusory reality. Есть, конечно, относительное «я» в иллюзорной реальности. And it is our relative self that discovers our freedom from an ultimate self. И наше относительное «я» и находит свободу. And when we discover that, we are free of the cause of Высшем suffering. «я». И когда мы так поступаем, мы избавляемся от причин страданий. And when we get free of the cause of suffering, we feel very happy. Когда мы избавляемся от причин страданий, мы очень счастливы. And that is to attain nirvana. И это помогает нам достичь нирваны. Nirvana doesn't mean that we don't exist anymore. Нирвана не означает, что нас уже больше не будет существовать. It means that we exist in a happy way like Buddha. Мы будем жить
по-прежнему, но мы будем жить счастливы, как счастливы Будды. И когда мы счастливы, нам не нравится, когда несчастны другие. И мы испытываем к ним любовь и сострадание. И мы хотим, чтобы они тоже были счастливы. И это любовь. А когда мы испытываем сострадание, мы не хотим, чтобы они страдали. Конечно, проходит время, прежде чем мы по-настоящему освободимся от страданий и их причин. Четвертая благородная истина – это истина о восьмеричном пути. And that eightfold path, the first branch of that eightfold path, и первая ветвь, первое звено этого восьмеричного пути is the realistic worldview, это реалистичное мировоззрение, about the relativity of everything. Когда мы понимаем, что все взаимосвязано, все относительно. And once you realize realistically what kind of a being you are, и когда ты понимаешь, что ты это существо на самом деле, then you have a motivation to live your life in a proper way. Тогда у тебя появляется намерение достойно проживать свою жизнь. And the most important thing you can do with your life, и самое главное, что мы можем сделать со своей жизнью, is to learn the truth, это во время жизни открыть истину and to criticize falsehood. И распознать ущербность неправильных взглядов. And the more do you know the truth, и чем больше ты распознаешь правду, the more free you are and the happier you are. Тем ты счастливее и свободнее. And so you escape from falsehood. И уходишь прочь от лжи, от искаженных представлений. And in order to escape, once you begin to get the right motivation, therefore, но для этого тебе нужно правильное намерение, сильное намерение, основанное на реалистичном представлении. Нужно понять, какое драгоценное рождение есть у нас сейчас, когда мы родились с вами людьми. And that's why people become monks and nuns. Вот почему люди вступают на путь монаха, монахини. Because once they are monks and nuns, they can spend their full lifetime. Потому что если человек становится монахом и монахиней, он может всю свою жизнь посвятить learning about the truth. Изучению того, что такое истина. And changing their mind. И меняя самого себя, свое мировоззрение, from being ignorant and selfish, переходя от эгоизма to becoming enlightened and compassionate, к просветлению и состраданию, altruistic, к альтруизму, having bodhisattva mind, чтобы зародить в себе ум бодхисаттвы. So a monk is like a full-time professional student. Поэтому монах — это профессиональный студент, студент, который все время учится. And once they learn a lot about that, how to change themselves, и когда монахи получают большой объем знаний о том, как изменить свой внутренний мир, then they can become good teachers. Тогда они могут стать хорошими учителями. And they can help other people. И они могут по-настоящему помогать другим. And of course, the most important way to help the lay people, и самый лучший способ, как помочь мирянам, is to teach them. Это даровать им учение, знания. Because of the three types of giving gifts. Потому что есть три вида щедрости. The most important gift is the gift of dharma. И самый главный вид щедрости — это дарование, даяние дхармы, учений. That is the teaching. Дарование учений. Because when the person learns that teaching, потому что когда человек осваивает учение, that improves their life. То его жизнь становится лучше. And makes them more free. Он получает больше свободы. So then the third noble truth Третья благородная истина is realistic speech. Это истина realistic speech. Реалистичной речи. Yeah. And thank you. The realistic speech. Yeah. And the fourth, that's the third branch of the eightfold path. Простите, третье звено в восьмеричном пути — это правильная речь. And the fourth branch is а четвертое звено realistic action. Это реалистичные действия, правильные действия. Of body and mind. Ума и тела. Not to kill beings. Чтобы мы не убивали. Not to steal things. Не воровали. And not to engage in wrong kind of sexuality. Не совершали неправильных сексуальных действий. And not to tell lies. Не лгали. For example. Например. And that's realistic action.
Это все действия, исполненные реализма, правильные действия. To save, that is to say, save lives. The opposite is to save lives. И мы совершаем противоположное. Мы спасаем жизнь. To give gifts. Дарим подарки. To only engage in right sexuality. И у нас правильные отношения с противоположным полом. Мы никогда не причиняем вреда, и мы всегда говорим правду. И так далее. And then there is realistic livelihood. И есть еще правильный способ зарабатывания на жизнь. So realistic livelihood means that you don't want to sell liquor, for example, alcohol. Что это за правильный образ жизни? Это когда, например, ты не продаешь алкогольные напитки, от которых люди сходят с ума. You don't want to have any living where you kill beings. Ты не будешь зарабатывать себе на жизнь, убивая других существ. Sometimes a farmer has to plow the ground. Фермер, ему иногда приходится, конечно, пахать поле. And accidentally many insects are killed. И случайно он убивает много насекомых, когда пашет поле. Or sometimes they have to kill an animal for food. Иногда приходится убить животное, если перед нами кочевник, чтобы получить его мясо. Realistic livelihood means to try to do as little as that as possible. Но реалистический образ действий, правильный способ зарабатывания на жизнь состоит в том, чтобы свести эти действия к минимуму. And so then the sixth branch of the right eightfold path шестое звено восьмеричного пути is realistic creative effort. Правильное усилие, творческое усилие. Which is the effort to become enlightened. И это усилие, которое мы направляем на то, чтобы стать просветленным. By developing wisdom, развивая мудрость, through learning, обучаясь, through critical reflection, размышляя, and through then meditation. И медитируя. But not meditating right away. Но медитировать нужно не сразу. Сначала нужно учиться, потом критически размышлять, избавляясь от неправильных представлений. Седьмое звено восьмеричного пути называется правильное памятование. И это очень интересная часть. Это где вы учитесь наблюдать за своим умом. Это что-то наподобие медитации. Когда ты сидишь тихо, успокаиваешь свой ум, заглядываешь внутрь своего ума и видишь, какие мысли проявляются в твоем сознании. You want something, you want a new car. И если проявляются мысли, исполненные желания, хочу машину новую, you want some more clothes, you хочу какую-то новую одежду, хочу много денег, you observe that. Ты следишь за этой мыслью and you try not to get caught up by that. И стараешься сделать так, чтобы эта мысль не взяла тебя в свой оборот. You have a voice of wisdom in your mind. В твоем уме всегда звучит голос мудрости, that looks at the thought, который смотрит на эту мысль and it says to you, и говорит тебе самому, I don't really need a car. На самом деле мне не так-то уж и нужна эта новая машина. Мне не так-то уж и нужна новая одежда. Я могу вполне довольствоваться тем, что у меня сейчас есть. То есть пытаешься заместить мысли полной жадности, алчности умением довольствоваться тем, что у нас есть. And then sometimes in your mind you have an angry thought. Иногда в нашем уме может проявиться that's very bad. I hate that. Гневная мысль. О, это очень плохо, ненавижу, не нравится. I have to do something to my enemy. Нужно мне как-то расквитаться с этим моим врагом. I have to say something harsh to that person who said something mean to me. Нужно сказать какие-то грубые слова человеку, который мне нагрубил. These kind of thoughts rise up in the mind. Вот такие мысли могут проявляться в нашем уме. And then you have a better thought, a wisdom thought. Но эти мысли ты можешь победить другими мыслями, полными мудрости. Well, why should I get so angry? Вы можете спросить себя, а почему, собственно, я так злюсь? I don't feel happy when I'm angry. Ведь когда я злюсь, я очень несчастен. Обычно, когда я в гневе что-то кому-то говорю, то наношу вред этим людям. Они в ответ тоже говорят мне что-то злое.
Мы начинаем спорить, ссориться, and then we're both unhappy. и потом мы оба несчастны. So much better I be calm and patient. Гораздо лучше успокоиться, проявить терпение. And if something was wrong, I try to make it right. И если что-то идет не так, ну надо как-то исправить ситуацию. But I can do it much more effectively without being angry. Но исправить ситуацию можно куда эффективнее, если не злиться. So this kind of thing, this is practicing mindfulness. Это практика памятования. And that's the seventh branch of the Eightfold Path. Это седьмое звено восьмеричного пути. You can get very good at that, and then you become more free inside your mind. Можно хорошенько этим овладеть, и тогда будет больше свободы в своем собственном уме. So you can sort of pick and choose which thoughts you want to follow and which ones you don't want to follow. Тогда можно будет выбирать, какой мысли мы хотим следовать, а какой мы следовать не хотим. And you don't have to just react with the most immediate impulse. И совсем не обязательно повиноваться своим первым импульсам, первым побуждениям. I always like to say a person who has no mindfulness. Я часто говорю, что человек, у которого нет памятования, It's like a television set похож на телевизионный приемник, that only has one channel. в котором играет всегда один и тот же канал. Whatever is on, it has to play. Играет только то, что показывают, больше ничего, один единственный канал. So mindfulness is like getting yourself a clicker. А когда ты получаешь памятование, развиваешь памятование, ты как бы получаешь пульт дистанционного управления. So if you don't like the program, Не нравится программа, you can switch channel. ты можешь канал переключить. So if you look in your mind and you don't like the program, Если смотришь в свой ум, свой внутренний настрой, и тебе не нравится то, что там показывают, you can use mindfulness to switch the channel. можно с помощью памятования переключить канал. And you're much happier. И ты тотчас же станешь намного And then счастливее. finally, the eighth branch of the Eightfold И, Path наконец, восьмое звено, восьмая часть восьмеричного пути is the branch of samadhi, – это самадхи. Tingedzin, in Tibetan Tingedzin, На тибетском вот так. and meditation. Медитация. Really being able to concentrate at one point, Когда мы можем очень хорошо сконцентрироваться на одном объекте. which increases your concentration tremendously И это то, что существенно повышает твое умение концентрироваться and makes you much more effective. и делает тебя гораздо эффективнее. So that's so that's what I learned from Dalai Lama. Это то, что я учил под руководством его святейшества Далай-ламы. And then I have to say that after a few years, Через несколько лет, around 1967, в 1957 году, the Geshe Wangyal proved to be correct, оказалось, что Геше Вангел был совершенно прав. and I couldn't really stay as a monk. Мне не удалось всю жизнь пробыть монахом. And it wasn't that I was missing lay life. И это было не потому, что я скучал по мирской жизни. I was actually happy Я with был my studies as a monk. очень счастлив, пока учился, будучи монахом. But I had really no support, is the fact. Просто меня никто не поддерживал, одного единственного монаха. Americans don't know how to come and make an offering to the monastery. Американцы никогда в то время не приходили и не делали подношения монахам и монастырям. They are not Buddhist people. Они народ не буддийский. Especially then. Now they're a bit better. Особенно тогда, в те времена. Сейчас, конечно, уже у них тоже поведение меняется. And so there was no way I could live. I either had to live depending on the Kalmyks. И мне было не выжить. Чтобы выжить, мне нужно было опираться или на калмыков, Or on the Tibetans. или на тибетцев. And they were refugees. Но оба сообщества были сообществами беженцев. And they were poor. Они были очень бедными. And so my own Americans didn't support me. А американские граждане, они меня не поддерживали. So I decided it would be better to be a lay person. И я решил, что лучше будет, если я буду мирянином, And go back to the university. но вернусь в университет And become a professor. и стану профессором. And then I could have a salary. Тогда у меня будет зарплата профессорская. And I could and therefore eat, live. Я смогу есть и жить. And I wouldn't be able to be studying as full time as a monk. Я, конечно, не смогу вот так учиться 24 still I часа в can сутки, study как Buddhism монах, но все равно, как and teach профессор, я тоже смогу изучать буддизм и And, смогу его преподавать. And that way it was more practical. И такой образ действий будет гораздо более практичным. And so His Holiness Dalai Lama was a little bit upset at first. Его святейшество To answer your Далай-лама question. поначалу
расстроился таким моим He решением. thought I should have stayed to be a monk. Он хотел, чтобы я оставался монахом But всегда. after a while, about 3 or 4 years later, Но через 3-4 года he realized that in America, он лучше понял жизнь Америки I could be more helpful to the Dharma и понял, что в Америке я могу приносить больше пользы Дхарме and more helpful to Tibet и Тибету, and more helpful to him и ему лично, as a professor если я буду профессором in a university, в университете. because there wasn't any monastery for me to be Потому in. что тогда не было никаких монастырей в Америке, где я мог бы жить. So then we still remain good friends И мы сохраняем, поддерживаем добрую дружбу. and be more and more better and better friends. И наша дружба, она усиливается, укрепляется. And starting about 1980, Где-то в 80-х годах about 10 years later, or 15 years later, и 10-15 лет I спустя, believe he finished his own studies to some extent, когда его святейшество уже в определенной степени завершил свою учебу, and he did some important meditation retreats during И the 70s, that is, и в 70-х годах он провел очень важные ретриты затворничества. and he became a great teacher, И он стал величайшим, выдающимся учителем. and his own teacher, the Ling Rinpoche, И его собственный учитель Линг and the Римпоче Trijang и Rinpoche, Триджан Римпоче, его they учителя, passed away, к тому времени они уже ушли. and so in addition to being my friend, Его святейшество из моего доброго друга he also became my guru. стал еще моим гуру. Also, Geshe Wangyal passed away. Тогда уже ушел из жизни Геше Вангьял. So since then, for the last 30 years, И с этих времен, на протяжении последних His 30 Holiness лет, Dalai Lama has been my root guru. его святейшество Далай-лама остается моим коренным учителем, коренным гуру. And I receive many initiation from И him, я получаю от него множество посвящений, especially Kala Chakra initiation в особенности посвящения Калачакры and many others. и многие другие. And he has become a greater and greater teacher, I believe. И он становится все более и более великим учителем. Я And так считаю. in fact, I really think Я действительно думаю, if Shakyamuni Buddha would have a new embodiment on the planet today, если бы сегодня на этой планете воплотился Будда Шакьямуни снова, he would be just like Dalai Lama. он был бы в точности такой, как его святейшество Далай-лама. And so Dalai Lama is like Shakyamuni Buddha Так of что 21st century. Далай-ламу можно считать Буддой Шакьямуни 21 века. But the really great thing, even on top of that, the really great thing about him Но есть еще одна удивительная, великая особенность его святейшества Далай-ламы, is he's still a good friend. заключается в том, что он по-прежнему остается хорошим другом. You know, some people think a great teacher Некоторые думают, что великий учитель should be so high должен быть чем-то таким высоким, that you can't even talk to them. недосягаемым, And что they ты sort of- даже не можешь разговаривать с таким They don't человеком. talk to anybody because they're so much better than everybody else. Такой человек настолько лучше всех остальных, что он ни с кем и не говорит. And in the olden days in Tibet, they had a thing where you couldn't even look at the Dalai Lama. А в прежние времена You had to only look down. люди, простые люди, даже не могли на Далай-ламу смотреть. But this Потому Dalai они Lama, всегда опускали глаза и смотрели he's not at вниз. all like that. А нынешний Далай-лама, он совсем другой. He is totally friendly to everyone Он полон дружелюбия ко всем живым существам. because he realizes he's connected to everyone. Потому что он чувствует, что он связан со всеми, с каждым человеком. And that's really a Buddha, I think. И я считаю, это доказывает, что он настоящий Будда. You know, they say like a Buddha Мы говорим, Будда is like, he considers every living being считает каждое существо на планете like a mother considers her only beloved child. своим ребенком. Как мать относится к ребенку, так Будда относится к каждому человеку. Now, when a mother has a baby, Когда у матери рождается младенец, mother doesn't look at baby она не смотрит на ребенка and say, I'm so much higher than и you. не говоря ему, я намного выше, лучше тебя. I'm a great mother and Я, I'm much better than я you. великая мамочка, и я намного лучше тебя. Mother doesn't do like that. Мамы так не поступают.
Mother loves that baby. Мама любит своего ребенка. And they look at, and later, maybe when baby grows up, Но потом, конечно, когда ребенок вырастает, когда ребенок становится подростком, там могут быть разные сложности. But so Dalai Lama is like that. He's like a mother. Далай-лама для нас, он как мама. And he's so kind to people. Он так добр ко всем людям. And sometimes, like he goes to White House in America. Он может посещать Белый дом в Америке. And he meets Obama, President Obama. Встречаться с президентом Обамой. But he also says hello to the security guy. Но он непременно, проходя по ступеням Белого дома, поздоровается с охранником, поздоровается с шофером, с поваром, и он с ними разговаривает на равных, как будто они такие же, как он. So I really respect him. Я вот это в нем очень ценю и уважаю. Tremendously. Мое уважение не знает границ. Because he is truly altruistic person. Потому что это по-настоящему альтруистическая личность. He is a great person, but not egotistical. Это великая личность, но не личность эгоцентричная. And therefore he is a true example of enlightenment. Поэтому он самое хорошее подтверждение или пример просветления. So thank you very much, the lamas. Большое спасибо ламам, которые здесь работают. Спасибо, что вы меня пригласили выступить здесь с короткой речью. И я упомянула 4 благородных истинах, это хороший знак. И я поговорила об его святейшестве Далай-ламы, который мой коренной учитель, наш учитель с вами. Я вам желаю удачи в вашем обучении, в науках, в вашем преподавании. Спасибо всем, кто сегодня приходил. Thank you. Спасибо. Okay, спасибо.